Здравствуйте, с возвращением к Каре Нагарджуне. Если вы помните, на последнем занятии мы прошли все эти тройки, мы пытались выяснить, возможно ли, например, настоящее или будущее время, если бы не было прошлого. А настоящее и будущее существуют ли они только относительно прошлого? И так ли существует настоящее и будущее посредством связи с прошлым? А А концепции прошлого, настоящего и будущего существуют только ли в силу сравнения прошлого, настоящего и будущего? И в основном Нагарджун отвечает нет, потому что сравнение, например, настоящего и будущего с прошлым потребовало бы в каком-то смысле, чтобы настоящее и будущее вступили в контакт с прошлым для того, чтобы сравнение было достоверным. Должно же быть какая-то точка взаимосвязи. И тут оказывается уязвимое место, потому что в таком случае что-то, что присутствует в настоящем или будущем, должно было бы соприкасаться с тем, что происходило бы в прошлом. А это невозможно. Это просто не работает. Тогда граница настоящего должна была бы быть и прошлым, чтобы иметь отношение к прошлому. Должна быть точка соприкосновения. И вы знаете, я думаю, что для нас вполне естественно полагать, что концепции настоящего и будущего, например, опираются на концепцию прошлого. И то, как мы определяем, что события относятся к будущему, настоящему и прошлому в нашей жизни, происходит путем сравнения этих трех концепций. И Нагарджуна пытается акцентировать внимание на том, что это необоснованно, не может быть сравнения между прошлым, настоящим и будущим. Так что само понятие времени должно было произойти от чего-то иного. Не в результате сравнения, не из сравнения. И он говорит, можно применить эту идею к другим триадам, то есть группам из трех компонентов. Например, хорошая карма, плохая карма и нейтральная карма. У него были еще какие-то примеры? Какие? Ах да, лучшие, худшие и средние качества. Какие еще были примеры? Числа. А да, даже один, 2 и 3 зависят от сравнения. И мы склонны изначально верить, что, например, разница между один, 2 и 3 зависит от сравнения этих трех. А Нагарджуна пытается сказать, что это даже невозможно. Так откуда же вообще происходит идейная концепция движения времени? Как время переходит от одного часа к двум, если не путем сравнения? Откуда это происходит? И мы вникнем в это и разберемся с ответом. Но прежде всего он обещает нам две вещи. Он собирается рассмотреть концепции времени с точки зрения небуддийских школ времен Нагарджуны. Это как если бы мы говорили о том, что современные физики думают о времени. Во времена Нагарджуна, если бы он хотел устроить яркие дебаты, то завел бы разговор об идее времени, например, в индуистской школе Санхья или какой-то другой. И тогда в процессе рассуждения об их представлениях о времени более ясным стало бы наше понимание времени. Итак, сначала он обещает дискуссию о времени с позиции других традиций. А затем он говорит, а теперь давайте посмотрим, как представляет концепцию времени в других традициях буддизма, отличных от Срединного пути. И он берет неомапа, что означает функционалист, то есть тот, кто полагает, что если нечто производит что-то, то оно должно обладать неким присущим ему существованием. Если огонь горячий, то его жар должен быть каким-то образом присущ огню. Огонь никогда не бывает холодным, например, ледяным. Вот так. В следующем, пятом стихе будет представлена идея другой школы, другой традиции, существовавшей в Индии во втором веке нашей эры. И вот этот стих. Когда вы видите слово «даг», произношу про букву, или любой вариант этого слова, вы автоматически должны насторожиться. Что оно означает?
Это означает определить существенный признак или дать чему-то название. Например, когда говорят, что мир существует только в словах или в названиях, употребляется глагол «dak». И каждый раз, когда вы видите «dak», обычно в конце стиха, это значит то, как можно говорить об этом, как можно применять это, как можно ссылаться на это таким образом, то есть зачастую неверно. Хорошо? Итак, а вот и настоящие дебаты. Означают другие традиции древней Индии. Может быть, санхья, индуистская традиция, они приходят к Нагарджуне и говорят, время существует само по себе. Это не порождение нашего ума. Это не что-то созданное нашими кармическими семенами. Это даже не результат сравнения промежутков времени. Оно существует само по себе. Время существует определенным измеримым образом, и оно не относительно. Значит, можно сказать, что это наука до Эйнштейна, правильно? Ньютоновская механика. У времени есть определение. Почему? Потому что время измеримо в согласованных единицах. Время измеряется в секундах, минутах, часах, днях, временах года, годах, декадах, столетиях. Мы создали слова и концепции для измерения времени. Следовательно, время действительно существует со своей стороны, или оно не могло бы называться миллисекундой, секундой и тому подобное. Это реально существующие, известные нам единицы измерения времени. Один час состоит из 60 минут, а не из 61, не из 59 минут. Следовательно, у него есть какое-то присущее ему существование. Один час должен длиться 60 минут. Это общепринятое соглашение. Следовательно, оно имеет независимое существо. А вот и ответ на гаджины. Это мирек, то есть ерунда. Все это неправильно. Почему? Если задуматься об этом, время проходит мимолетными миллисекундами. Терсук– это прекрасное слово. Ты должен его выучить, Тим. Это значит, у него нет стабильного существования. Терсук– это красивое поэтическое выражение, которое значит, у него нет плотного существования. Время удержать нельзя. Время нельзя схватить, время нельзя поймать и заморозить. Время не замораживается. Время не может быть. Невозможно поймать миллисекунду и сказать «это миллисекунда». Она слишком мимолетна, она слишком не тхерсук, чтобы даже назвать ее субстанциональной. Единицы времени требуют искусственной системы измерений. Они требуют искусственных концепций. Вы знаете, что 60 минут составляют 1 час. И все это создается нашим умом. Вы принимаете, что все единицы времени, вплоть до веков, в конечном итоге зависят от миллисекунд, кратчайшего промежутка времени. И они настолько мимолетны, что за них невозможно ухватиться. Так что если свалить в кучу неуловимые вещи, то в итоге получится просто огромная неуловимая вещь. И она не станет более стабильной в результате нагромождения, потому что каждая из них неопределима. Каждая из них неуловима. Вы не можете поймать момент времени. Когда вам исполнится 69 лет, вы будете понимать это лучше. Тогда другой парень говорит замечательную вещь. И все это заставляет задуматься, и если у вас есть время, это отлично подойдет для беседы в учебной группе или для самостоятельной медитации. И здесь этот парень говорит «Конаре».
Это тут мнение другой школы, и они говорят, время, как бы это сказать, время приводит в действие базисные силы Вселенной. Время приводит в действие силы стихии Вселенной. Следовательно, оно плотное. Время оказывает влияние на гравитацию, инерцию, энтропию, базовый электромагнетизм. Влияние времени на эти силы стихии Вселенной доказывает, что время должно иметь какое-то плотное существование, потому что оно оказывает влияние на другие вещи. Время вызывает. Сегодня утром объявили, что астрономы впервые наблюдали взрыв звезды. И в настоящее время, а значит, когда свет звезды дошел до нас, впервые смогли рассмотреть взрыв звезды в реальном времени. Я имею в виду всего на пару миллиардов лет позже. Что говорит этот парень? Что говорит этот парень, который не буддист? Слушай, если бы у времени не было никакого материального существования, если бы оно не было плотным, то как бы оно могло вызвать взрыв звезды? Звезда взрывается за определенный промежуток времени. Приходит время, она взрывается и продолжает взрываться. Для этого требуется время в некотором смысле. И об этом речь пойдет позже. Время имеет плотное существование, потому что оно привязываемо к фазам плотных объектов. Так что можно сказать, что фазы Луны, можно определить их временные интервалы, и они настолько стабильны, что интервалы времени, которые за ними закреплены, полнолуние, полумесяц, растущая луна, темная луна, тоже должны иметь какое-то стабильное существование. Соглашения относительно времени, который, как известно, искусственный, если они связаны с реальным природным явлением, таким как фазы Луны, например, то они обретают некое реальное существование. Они обретают стабильное существование. Они связаны с меняющейся вещью. И Нагарджун не принимает это. Он говорит, нет, вы пытаетесь указать, например, на изменение фазы Луны. Вы пытаетесь утверждать, что в определенный период времени, не знаю, половина Луны превращается в 3/4 Луны и тому подобное. Вы проводите искусственную границу между половиной Луны и 3/4 Луны. Но если подумать момент, когда полумесяц превращается в 3/4 Луны, невозможно зафиксировать, невозможно заморозить. Не существует точки, в которой это чисто половина Луны, а в следующий момент чисто 3/4 Луны. Всегда есть какое-то наложение. Мы называем это фазами Луны. Наступает фаза 3/4 Луны. Нет стабильной линии, по которой можно утверждать, что сейчас 3/4 Луны. Вы можете сказать, вы смотрите в интернете, и там говорится, что Луна должна сменить фазу в 3:05 сегодня, но когда именно в 3:05? В 3:05 с половиной, в 3:05 с четвертью, и когда в 3:05 с четвертью, в первой части 3:05 с четвертью или во второй части 3:05 четвертью, и это все. Это не что-то, они продолжают использовать слово «сунг». А оно означает «нзин». Это переводится, который можно обозначить, можно ухватить. Определяемый нельзя сказать вот тот момент, в который Луна изменилась. А кстати, в буддийской философии каково определение существования? То, что воспринимается достоверным восприятием? Да, то, что воспринимается достоверным восприятием, существует. А если что-то не может быть воспринято достоверным восприятием, то оно не существует. Как насчет дерева, которое падает в лесу, где никого нет? Кто-нибудь всегда есть, потому что Будда может видеть все. Это классический ответ. Но означает, может ли достоверное восприятие идентифицировать этот момент? И Нагарджуна говорит, нет,
Потому что идентифицировать означает ухватить. Идентифицировать означает схватить определенную точку, в которой заключена миллисекунда. Но это невозможно, нет такой точки. Поэтому, если нельзя схватить, если нельзя идентифицировать начальную и конечную доли миллисекунды, если нельзя определить начало и конец миллисекунды, то согласно определенному существованию в буддизме миллисекунда не может существовать, поскольку нет праманы, нет достоверного восприятия, способного уловить это. Возможно уловить здесь удачный глагол, и это интересный момент. Это очень интересный момент. И если вы не можете идентифицировать и одной миллисекунды времени, как вы собираетесь описать разницу между прошлым, настоящим и будущим? Ведь она опирается на момент, когда происходит смена прошлого настоящим или смена настоящего будущим. Если не существует точки, в которой прошлое превращается в настоящее, если настоящее никогда не вступает в контакт с прошлым, если нет точки соприкосновения, которую можно наблюдать, то и деление времени вообще на прошлое, настоящее и будущее искусственно и произвольно, и они на самом деле не существуют со своей собственной стороны. Отлично. Я пытался найти подходящую картинку. Мне очень нравится искать такие картинки. Я могу провести весь день за этим занятием. Моя жена удивляется, чем это я занимаюсь. Я нашел картинку для этого момента. Она мне нравится. Время только что вылетело. Время выпорхнуло из птичьей клетки, и его нельзя поймать и сказать, что это настоящее, а это прошлое, или этот момент, когда настоящее переходит в прошлое. Это то, что невозможно поймать. Вы хватаете его, но оно уже ушло. Да, мне нравится находить подходящие картинки. И мы подошли ко второй части. Что это? Мы обсуждали учение других традиций Древней Индии, их представление о времени. А что автор обещает нам дальше? Да, а как насчет кое-каких наших собственных групп, которые не относятся к срединному пути? Что насчет первых трех групп? Автор собирается рассмотреть первые три школы вместе – Абхидарму, сутристов и Умтолька, которые называют функционалистами. Все они верят, что что-либо реально, если оно выполняет какую-либо функцию. И так говорит он, что они думают о времени. И можно ли найти прорехи в их идеях о времени. Вот, вот как в основном Нагарджуна проводит свое время, если оно, конечно, вообще существует. Продолжаем. И, кстати, специально для вас, ребята, в вопросе времени, и это очень необычное обстоятельство, четвертая школа и первая согласны друг с другом, а вторая и третья нет. Идея в том, что время – это нечто функционирующее, в особенности прошлое или будущее. Идея о том, что прошлое выполняет какую-то функцию, не принимается школами номер 2 и номер 3, но ее принимает Абхидарма и Срединный путь. Так что это очень редкий случай, когда Абхидарма соглашается со Срединным путем. И тут же следует добавить по разным причинам, но неважно, отменяем это. Поехали. И давайте перейдем к комментарию. Некто говорит, слушайте, я признаю, что нет такого понятия, как время, которое неизменно. В этом я с вами согласен. Но можно положить в основу доводов отдельные промежутки времени, такие как прошлое, настоящее и будущее, которые основываются на мгновениях.
Можно использовать концепцию секунды или мгновений и на этом основании искусственно отделить прошлое от настоящего, а настоящее от будущего. Если все мы согласимся, что можно использовать такое понятие, как секунда или час, то мы можем разделить эти вещи. Это произошло в 3 часа, а это в 4. Используя искусственные единицы измерения времени, созданные людьми, мы можем таким образом описать время. Это нормально. Так считают древнейшие школы. Затем он говорит, искусственно созданные единицы времени, которые вы согласились использовать, секунды, минуты. И это очень мило. Нагарджуна говорит, хорошо, вы хотите создать искусственные единицы времени, правильно? И ему отвечают, да, пусть будет так. Он такой, что вы хотите использовать? Тот отвечает, ну давайте использовать минуты и часы. Как насчет этого? Это же другая школа. И он говорит, да, но я сейчас вам кое-что скажу. И вы, ребята, должны об этом хорошенько подумать. Вам нужно решить, согласны ли вы с этим. Нагарджуна говорит, эти искусственные единицы времени, которые мы придумали и все используем условно, по взаимному согласию существуют только относительно видимого объекта. Можно говорить о минутах, часах и днях в отношении смены фаз Луны или времени, которое требует Солнцу для того, чтобы взойти и сесть за горизонт. Это касается только наблюдаемых, фактических материальных объектов, для которых могут быть приняты искусственные единицы времени, такие как час, день или месяц. Месяц, как вам известно, опирается на фазы Луны. День опирается на фазы Солнца. А в буддийской космологии существуют другие единицы измерения времени, основанные на движении созвездий. Поэтому, поэтому в буддийской космологии лунная, солнечная, как там это звездная система измерения времени. Но все три вида системы измерений зависят от внешних физических объектов – Луны, Солнца и звезд. И Нагарджун говорит, я согласен, можно создать единицы измерения времени, но разве вы так или иначе не привязываете к видимым внешним объектам, как, например, определенное время года привязано к смене погоды и всякого такого? Разве это не так, говорит он? А ему отвечает, да, теперь, когда ты затронул этот вопрос, искусственные единицы времени, которые мы придумали, созданы относительно чего-то. Они должны быть привязаны к изменяющемуся, внешнему функционирующему объекту. И тогда Нагарджун говорит, ну, поскольку внешние видимые объекты, к которым вы хотите привязать время, не существуют сами по себе, то и время, которое с ними связано, тоже не существует. Если Луна не существует со своей собственной стороны, то и время условное обозначение, называемое месяцами, месяцем, который связали с ней, не существует, поскольку вещь, которую он характеризует, не существует. Если банка нереальна, то и зеленый цвет банки тоже нереален. Если Луна нереальна, то и искусственная единица времени, месяц, основанный на ней, должна обладать этим же качеством и тоже нереально. Это подразумевает, что Нагарджуна должен доказать, что Луна не существует на самом деле. Но это уже другая история. Но он говорит, можем ли мы теоретически согласиться, что если Луна нереальна, то искусственная единица измерения месяц, которую мы придумали, основываясь на движении Луны, тоже нереальна. Если вы создаете условность, которая опирается на действие другого объекта, то если деятельность другого объекта не происходит со своей собственной стороны, если это вымысел вашего ума, обусловлен вашими кармическими семенами, то нельзя ли сказать, что время тоже должно быть таким, если это свойство того объекта. Если время – это характеристика Луны, а Луна не происходит от Луны, то разве мы не можем сказать, что время, основанное на фазах Луны, также должны происходить от нас, и что на самом деле у него нет системы измерения, независимой системы измерения?
поэтому оно не существует. И более того, есть ли точка соприкосновения у Луны и Месяца как единицы исчисления времени? Месяцы зависит от движения Луны, да? Есть ли между ними связь или нет? Да. Связано ли понятие Месяца с Луной? Да. Есть ли у них точка соприкосновения? Да. В противном случае Месяц был бы связан с солнечной или звездной активностью, должна быть точка соприкосновения. Тогда какая часть Луны касается какой части Месяца, скажите, пожалуйста? Это невозможно. Месяц как период времени не может быть связан с Луной, потому что Луна сама по себе ни к чему не привязана. Это блистательно. Вам следует поразмышлять над этим. И, кстати, вам видно предложение? Видите ли в предложении начинающее с тусунки нам шаг? Вы видите его на экран, пожалуйста. А я не знаю, я не проверил колофон, то есть последние несколько предложений книги, где автор говорит: «Я написала это у себя дома в монастыре в Чоне в 1747 году, но я предполагаю, что это было в конце его жизни у него. Ученый Лам был всплеск активности в конце жизни. Он написал 200 книг, я думаю, что половина из них была написана в последние 10 лет. И он ушел в ретрит и сказал: я должен все записать, я должен изложить это. Они все напутают, когда меня не станет. Мне знакомо это чувство, так что он работает как сумасшедший. И он создает эти книги, потому что думает, что никто не сможет сделать это после его ухода. И вот мы видим досадные фразы вроде этой: Тим, вся эта история с Намшак означает, что все изложение идеи трех временных периодов я рассказала обо всем этом в своем комментарии к книге Умаладжукпа «Вступление на срединный путь» автора Чандракирти. Он говорит: ну уж, давайте, проверьте мой комментарий у Чандракирти, но не к Нагарджунике. Я уже все написал, я уже все сделал. Вы хотите больше на эту тему? Читайте другую мою книгу. Это немного расстраивает, когда переводишь эту книгу. Я считаю, что по всей видимости нам придется найти этот труд, сделать выдержку нужного фрагмента и поместить его в приложение. Затем нам придется перевести это снова, когда мы будем переводить эту книгу, но в любом случае, я всегда так делаю, лично я. Если автор уточняет, я уже говорила об этом в другой своей книге, я чувствую, что обязан найти этот отрывок, сделать выдержку, поместить в приложение и перевести. Мы можем сделать это хотя бы потому, что у нас есть великолепная база данных, созданная дедушкой Джоном. Это дедушка номер 2. Дедушка Джон Брэди, ура! И это так легко, это так восхитительно. Знаете, в былые времена на это ушло бы много дней. Но сегодня я просто сижу там за моим кухонным столом и говорю: эй, база данных, скажи мне, что Чон Лама говорил о трех периодах времени в том другом комментарии. И можно найти это приблизительно за 30 секунд. И можно сделать выдержку в течение еще 5 секунд. Затем нужно перевести. Это займет столько же времени. Но это классно, это невероятно здорово. Вот почему эти книги, переведенные смешанными орешками, так ценны, на мой взгляд. У меня есть пример. Я старался быть милым, как и всегда. Есть книга и есть часы. И идея в том, что только относительно внешнего объекта время имеет значение. Так сколько лет книге? Когда книга была написана? Как много лет пройдет, прежде чем смешанные орешки переведут ее? И Хасу присоединится к смешанным орешкам, переведет. Сколько лет пройдет? Столько и пройдет. Единица измерения в год имеет значение только по отношению к физической книге.
Книга в некотором смысле определяет время. Базой существования книга определяет время. Когда Джон Брэди ввел ее в базу данных, когда она была опубликована, когда она была бесплатно размещена онлайн, это все создано величием времени. Вторая часть. Обратитесь к сутре о танце слона. Есть предложение, что это значит? Мы сказали, что в каждой главе он будет говорить, вот откуда Нагарджуна взял эти идеи. Он будет указывать на Будду. Он говорит, вы хотите знать, откуда Нагарджуне пришли все эти идеи относительно времени? Идите загляните в сутру о танце слона. Это Чони Лама. И это мне нравится, потому что это означает, что идеи Нагарджуны не выдуманы. Идеи, о которых вы читаете здесь от Нагарджуны, это его интерпретация оригинальных сутр. И они всегда привязаны к какой-то сутре. Возможно, там есть подсказка, какие сутры связаны для проработки порядка глав. Но это уже слишком много. Какой будет третья категория этой главы? Последнее предложение, название главы. В азиатских языках название главы указывается в конце. Тутакпа, Кала-парикша. Рассмотрение времени или исследование. Я даже предпочитаю слово исследование, потому что Нагарджуна очень такой, как же это, завышенными требованиями. Он будет исследовать, а не рассматривать. Он будет копать. Я называл это рассмотрением в течение нескольких лет, и тут я подумал, это же исследование. Откажитесь от рассмотрения, давайте перейдем к расследованию. Итак, следующая глава. До которого часа, Тим? До 33:50? Еще 15 минут. Итак, продолжим. Искусственно. Ой, подождите, мне не нужно этого вам давать. В любом случае, Чонни Лама пытается связать эту главу с последней. Глава 20 называется «Схождение в одной точке причины и условий». И дайте я посмотрю. Кажется, тут есть санскрит, который нам очень поможет. Нет, пока нет. Ладно. В любом случае, тут есть прекрасная концепция. Извините, эта глава называется, кажется, Самагра. Я хочу, чтобы вы прочувствовали, прежде чем прийти к этой главе, я хочу, чтобы вы прочувствовали, о чем он в ней говорит. Он говорит о времени, которое созрело настолько, что нечто должно возникнуть. Все условия собрались воедино. И знаете, попробуйте направить свой ум именно в эти мгновения. Все необходимое. Парень по электронным книгам прислал свою часть. IT-специалист только что закончил работу над приложением. У Розы наконец появилось время сесть в первой половине дня и поработать над этим. Все эти причины готовы выдать результат. Итак, Чони Лама, Нагарджуна хотят, чтобы вы попытались перенести свой ум в этот особый момент времени, когда все необходимые причины и условия сошлись воедино. Финансы, концепция, бухгалтерия отделов кадров и тому подобное и так далее. Теперь компания может быть запущена, так ведь? Это как момент перед самым открытием кафе. Кухня готова, пол закончен, вся мебель закуплена, табличка изготовлена, сад благоустроен, туалет в порядке. И кафе вот-вот откроется. Он хочет, чтобы вы подумали над этим моментом. И он называет эту главу «Когда сошлись все необходимое». Сошлось все необходимое. И этот момент как раз перед тем, как вот-вот появится результат. Так что подумайте на этом. А теперь структура всей главы. Готовы? Вот структура всей главы. Постарайтесь сфокусировать свой ум на этом особом моменте, когда все, что нужно для того, чтобы что-то произошло, как в момент открытия кафе, наконец сходится воедино. Все сделано.
Мебель завезена, работники наняты, все необходимое собрано. Перенесите свой ум в этот момент, который называется... Кстати, как я его тогда назвала? Полное завершение. Полное соединение, полное схождение в одной точке. Все причины, все, что обязательно должно было произойти, произошло. А теперь у меня к вам вопрос. Это происходит перед тем, как появляется результат? Это происходит во время появления результата? Или это происходит странным образом после появления результата? Вы открываете кафе после того, как все готово? Или вы открываете кафе как раз непосредственно перед тем, как все готово? Или вы открываете кафе во время того, как все подготавливается? Я думаю, как бы вы ответили естественным образом. Что вы, ребята, думаете? После того, как все готово. Да, обычно вы бы сказали, Гешала, соберите деньги, прежде чем открывать кафе. А не открывайте его вначале, а потом ищите деньги для этого. Ничего подобного. Кстати, деньги имеются. Но я воспользовался давним советом доктора Чена. 30 лет тому назад я спросил у этого великого китайского филантропа, какой секрет создания всех этих проектов. Он ответил: я начинаю проект, Майкл, после того, как у меня появятся деньги. Никогда этого не забуду. Я всегда... Разве не об этом речь? Начинайте кафе, открывайте кафе после того, как вы соберете, как это, капитал, и не растратьте его. Но Нагарджуна требует от нас задуматься о двух других возможностях. Возможно ли, чтобы результат наступил во время того, как причина и условия сходятся воедино? Или может быть какой-то угол, под которым причины и условия сходятся вместе только после того, как получился результат? Возможно ли посмотреть на это таким образом? Хасса уже здесь? Не выдавайте, я чувствую, что ты уже здесь. Итак, теперь вопрос, задумайтесь об этом. Когда у вас будут все деньги для кафе и все оборудование, и весь персонал, и тому подобное, разрешение. Боже, благослови разрешение. Когда все это соединилось, открытие кафе состоялось или нет? В этом схождении вместе необходимых причин и условий есть ли открытие кафе? При условии соединения, схождения. Присутствует ли открытие кафе в окончательном сборе воедино всего необходимого для его открытия? Открытие там присутствует или нет? Думаю, в повседневной жизни вы бы сказали еще нет. Или это должно вот-вот произойти, или что-то в этом роде. Открытия нет. Но все, что необходимо для открытия, есть. Но Гешела технически открытие не является одним из условий открытия. То есть его еще нет. Это понятно? Например, есть семья и садовник, и солнечный свет, и удобрение, но цветка пока нет. А есть ли цветок в момент, когда садовник сажает семя? Как раз это мы и собираемся исследовать возможность. Ну, поехали, хорошо. Затем он говорит, во сколько я заканчиваю, Тим? 3:55? Сколько? 10 минут? 6 минут. Хорошо, я просто стараюсь следить. Если открытие кафе присутствует в момент окончательного схождения всех причин и условий, то какого черта мы должны открывать кафе? Оно уже открыто. Это так мило. Очень мило. Так зачем надо было бы открывать кафе? Оно ведь уже открыто. Если открытие кафе уже присутствует в точке схождения последних необходимых условий, то нам нет необходимости открывать кафе, верно?
А если открытие кафе каким-то образом не присутствует в рамках именно этих определенных причин и условий, то как кафе могло бы быть открыто? Тогда вы оба открыли, тогда вы бы открыли книжный магазин или что-то в этом роде. Смотрите, почему кафе должно быть открыто, когда все причины и условия открытия кафе присутствуют. Если открытие кафе почему-то не присутствует в момент окончательного схождения вместе причины и условия, потому что если открытие кафе не было, в какой-то степени в момент окончательного соединения всех причин и условий для открытия кафе, то когда причины и условия в конце концов сделали свое дело, должны возникнуть кроличьи какашки или что-то в этом роде. Понимаете, что я имею в виду? Почему ничего не возникнет? Я повторю еще раз. Если открытие кафе хотя бы в какой-то степени не присутствует в момент окончательного соединения всего, что требует для открытия кафе, то когда все-таки все сходит, то зачем открывать кафе? Почему бы не открыть кроличьи какашки или что-то в этом роде? Я хочу сказать, раз нет никакой взаимосвязи, нет обязательной взаимосвязи, нет каких-то дополнительных причин для того, чтобы появилось кафе, а не кроличьи какашки или кафе никоим образом не участвует в окончательном соединении причин и условий. Вы ведь поняли? По крайней мере, я думаю, по-английски можно было бы сказать, что потенциал так или иначе есть. У кафе больше шансов появиться, чем у кроличьего помета. Как-то так. Но движемся дальше. Возникает вопрос. На самом деле я только что его раскрыл. Если бы результат рождения кафе каким-то образом существовал за мгновение до этого, во время окончательного соединения всех условий, необходимых для открытия кафе, то не было бы потребности открывать кафе, потому что оно уже было открыто. И это было бы излишне. Автор продолжает использовать слово «излишне». Не было бы никакого смысла открывать кафе в следующий отрезок времени миллисекунды позже. Вот еще одна картинка. У меня были сложности с этой картинкой, я не смог найти ни одной картинки, которую не нужно было бы объяснять. Но так или иначе, если бы арбуз уже присутствовал в семенах и был бы вместе с ними, то зачем нужно было бы сажать семена? В этом не было бы смысла. Я называю это арбузом, который появился из семян, которые вы сейчас видите. Если бы арбуз уже существовал в момент наличия арбузного семени, то зачем вообще семена должны были бы что-то делать? Вы понимаете? Хорошо. Предположим, что результат никоим образом не присутствует даже как потенциал в окончательном соединении причин и условий. Тогда он никогда не смог бы вырасти. От отчаяния, что ли, я нашел это яблоко, вы видите яблоко. Это металлическое яблоко, поэтому оно ни из чего не выросло. Вы понимаете? Логично же? Если результат не присутствует в соединении причин и условий, то зачем вообще создавать эту причину? Если он никоим образом не связан с окончательным соединением условий причины и условий, что означает его предсуществование, то почему бы тогда не появиться яблоку? Почему бы не появиться чему-то другому? И есть еще одна глубокая проблема. Нагарджуна постоянно возвращается к идее о том, что если вещи происходят не от нас, если вещи происходят со своей собственной стороны, они не могут изменяться. У них нет причин изменяться. Я повторю это еще раз. Нагарджуна постоянно возвращается к этой теме, которую вы, ребята, можете пожевать. Если определенная причина никоим образом не присутствует среди всех причин, если бы результат был самосуществующим, то он не мог бы измениться. Если что-то является самосуществующим, то оно всегда должно быть одним и тем же, потому что оно не зависит в своем существовании от других вещей.
Если бы банка была самосуществующей, то она никогда бы не разбилась или ее нельзя было бы изготовить, потому что она просто существовала бы сама по себе. Она существовала не потому, что ее произвели ее на заводе и разбилась не потому, что я ее уронил. Она просто всегда бы оставалась одинаковой. Если она изменяется, значит она не существует сама по себе. На этом все. Поглядим, можем ли мы тут остановиться. Это отличное место, чтобы остановиться. Согласен, дядюшка Тим? И у нас будет еще одно занятие. Спасибо, ребята.